Hello guys, welcome back to my channel. I didn't make any video for about a month, I think, and it was really hard for me to put my makeup on, to turn on all these lights, to realize that I need to make a new video. And I was like, oh, okay girl, you gotta do this now. Now or never. Yeah, this is my favorite phrase, like now or never. Because if you don't want to do this now, the chance that you want to do this in the future is about 1%. Okay, so today we're gonna talk about Russian girls and why they're afraid to date a foreigner. This is really funny because so many guys, foreigners, think that Russian girls really want to meet a foreigner, some guy from another country. They really want to get married, and this is not true. And I have a long list of all fears that stop Russian girls from dating a foreigner. And if you are first time on my channel, I'm a Russian language teacher. Wait, don't close this video now. Let me finish. Almost all of my videos have Russian and English subtitles. You can turn them on here and choose the language that you want to see here. Yeah, below my beautiful face. Okay, yeah. And the next part of the video is gonna be completely in Russian for Russian language learners, because I believe that if you want to speak another language, you must listen to it every day, again and again, and pick words, phrases, and sentences, and memorize them and use them. If you want to learn more, please go to my website easyrussianclub.com and let's begin. Итак, самая первая причина, почему русские девушки боятся встречаться с иностранными парнями, это ограничение свободы. Да-да, вы не ослышались. Очень многие девушки боятся, что парень иностранец в связи с своим каким-то другим менталитетом, с законами, своими законами иностранного государства, просто может запереть себя дома, оставить себя без средств существования, запретить себе работать, и получится так, что ты окажешься птицей в золотой клетке. В лучшем случае в золотой. Поэтому русские девушки с огромной осторожностью встречаются с иностранными парнями и не торопятся переезжать к ним в чужую страну. Вторая причина, почему русские девушки боятся встречаться с иностранцами, это нелюбовь иностранцев к русской еде. Я многократно слышала от русских девушек, которые переехали в другую страну к своим мужьям, иностранцам, о том, что если русская девушка готовит какую-то традиционно русскую еду, например, борщ или котлеты, то, как правило, их мужья или их парни не могут это есть. Просто отказываются наотрез. Я знаю где-то, наверное, 2 или 3 девушек, конкретных девушек, которые рассказывали о том, как они как-то только переехали в чужую страну. Они готовили завтрак, обед, ужин. Они встречали мужа с работы. Муж приходил, давился этой едой, этими котлетами, этой солянкой. Продолжалось максимум 2 недели. Потом муж просто подходил к русской жене и говорил: дорогая, пожалуйста, перестань это готовить. Мне очень плохо, я тебя очень люблю, но я не могу это есть. И русские девушки не привыкли заказывать еду из ресторанов или из кафе близлежащих, как это делают многие иностранцы. Нам кажется, что это какая-то бессмысленная трата денег. Ну и домашняя еда, она, конечно, всегда вкуснее. Итак, третья проблема, с которой сталкиваются русские девушки – боязнь водить машину. И сейчас я говорю в большинстве своем про моих русских подруг, находящихся в Америке, которые замужем за американцами. Очень многие из них
боятся или боялись очень долгое время водить машину. Это было связано с тем, что когда ты переезжаешь в чужую страну, тебе нужно сдать здесь на права. Во-первых, это нужно как минимум знать иностранный язык, в нашем случае английский, выучить английский язык. Потом нужно как-то потренироваться водить эту машину. И, как говорится, если вы хотите развестись, то сделайте ремонт и научите вашу жену водить машину. Ну или кормите мужа борщом 3 раза в день в течение года. Когда ты в чужой стране и для тебя все новое, то даже сдать банально на права становится большой проблемой. Еще один страх, 4-й, это бояться показаться мелочной. Только у русских девушек есть на кухне пакет с пакетами. Если мы видим, что ягоды, свежие ягоды, которые мы купили в супермаркете, начинают портиться, то что делает русская девушка? Она берет и кладет их в морозилку. Да, мы складываем их в пакетик, мы их замораживаем. Например, решу тем, что кладу хлеб в морозилку. Первый же день, как я куплю хлеб, я сразу кидаю его в морозилку, и он там может храниться несколько месяцев, абсолютно не изменив никаких вкусовых качеств. Один, наверное, из самых главных страхов, которые преследуют русских девушек, это боязнь того, что, как бы так сказать, попроще, боязнь того, что их все время во всем подозревают. И это проблема, которая, не знаю, мне кажется, из года в год становится только больше. В многих фильмах и сериалах постоянно происходят сцены, где русские девушки что-то там крадут по незнанию или специально. Поэтому русские девушки заслужили репутацию таких, знаете, каких-то нечестных девчонок, каких-то мелочных воровок, тех, кто постоянно хочет тебя обмануть и нажиться на тебе, в том числе в любовных отношениях. И русским девушкам очень сложно приходится, потому что все родственники парня-иностранца, все его друзья, они будут изначально против русской девушки, так как медиа создала вот эту вот образ, вот эту картину русской девушки как какой-то непорядочной девушки. Я не знаю, зачем они это делают, но это реально так. Если вдруг пропало что-то из холодильника, то кто это мог сделать, если не русская девушка? Поэтому этот страх я действительно слышала от многих девчонок. Один из главных страхов, который останавливает их от того, чтобы встречаться с иностранным парнем. Ну и сюда приплюсуем также боязнь того, что иностранец будет постоянно проверять тебя, что ты честна с ним, что у тебя действительно к нему чувства. Опять же, коснусь темы иностранного языка. Тоже большой страх русских девушек — это невозможность понять чужой язык до конца. Когда ты учишь иностранный язык, особенно если тебе уже за 20 или за 30, то это очень сложно выучить его на таком уровне, чтобы ты могла понимать какие-то шутки своего мужа, чтобы ты могла понимать, о чем говорят его друзья, что они обсуждают, какие-то там, знаете, телешоу, какие-то новости, которые были у них много лет назад, над которыми они до сих пор прикалываются. Ты этого никогда не поймешь, и пытаться в это вникнуть, мне кажется, это очень сложно, это энергозатратно, и зачастую это даже бессмысленно, потому что все равно ты не сможешь до конца понять, над чем они смеются, ты не сможешь переселить, грубо говоря, чужой менталитет себе в голову, потому что ты не росла на этом, ты это не обсуждала с своими друзьями, вы не придумывали каких-то приколов на эту тему. И это тоже печально, в особенности, когда ты переезжаешь в чужую страну, у тебя никого вообще вокруг нет, ни твоих привычных друзей, ни родственников, все общаются на иностранном языке, и ты остаешься в таком вакууме, без общения практически, чувствуешь себя аутсайдером. Ну и последний на сегодня страх — это сложность в общении с родственниками, с твоими родственниками, которые остались в России. Да, из-за того, что парень-иностранец будет жить в большинстве случаев в другом часовом поясе, то
будет очень сложно общаться на привычном уровне с своими родственниками, созваниваться. Но и с другой стороны, если ты переезжаешь в какую-то далекую страну, то очень тяжело будет навещать своих родственников, чаще видеться с ними. Ты понимаешь, что ты пропустишь там свадьбу своей одноклассницы или день рождения своего двоюродного брата, то что ты не сможешь постоянно приезжать туда-сюда, на это тратятся огромные деньги, на авиабилет. Это тоже огромный минус отношений с иностранцем, который останавливает многих русских девушек от общения с ними. Итак, ребят, это было все на сегодня. Пожалуйста, ставьте моему видео лайк, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Знаете ли вы еще какие-то страхи русских девушек? Почему, по вашему мнению, русские девушки боятся заводить серьезные отношения с иностранцами или даже просто общаться с ними? Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы впервые попали на мое видео. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!